Здравствуй, Всеволод. О, здравствуйте, Нестор Петрович. Твои родители дома? А нет, их дома. Папа опять на работе в офисе задерживается. Он же замдиректора крупной компании. Людей облапошивает. Мелким шрифтом глобальные условия сотрудничества им в договора подписывает. А мама в салоне красоты. Сначала она идет на обертывание, потом на массаж, потом на окрашивание ресниц, а потом на коррекцию бровей. Представляете? А папа каждое утро моей маме кучу денег приносит. А знаете зачем? Затем, чтобы она не задавала лишних вопросов насчет того, где он шляется после работы и почему приходит домой не днем, а поздно ночью. Избавьте меня от подробностей. Можно я зайду внутрь и подожду твоих родителей здесь? Да-да, хорошо. Проходите, Нестор Петрович. Я столько вам хочу сегодня рассказать. Разувайтесь, Нестор Петрович. Будьте как дома. Вот. Ой, извините. Умывайтесь. Сейчас вам чаечек налью, почаемничаем, посекретничаем обо всем. Да, и кстати, а зачем вы хотели поговорить с моими родителями? Я хотел обсудить твое поведение, Всеволод. Мое поведение? Да ну кристально. Мое поведение отличное. Ну, и раз уж вы пришли. Вы помните Витьку Морозова? Конечно. Так, в общем, знаете, что он сегодня натворил? Он пробрался тайком в учительскую, взял журнал и поставил себе там 5 по-русскому. Тайком. Вы представляете? Дальше. Юрка Сурин влюбился в Веру Капустникову. Ой, они даже на свидание ходили. Это было ужасно. Я за ними подглядывал немножко. И, наконец-то, знаете что? Такое случилось. Саша списывал контрольную по математике. Все задачки до одной. Ему даже за это 4 с плюсом поставили. Ну, вы представляете? Здравствуйте, Нестор Петрович. Здравствуй, Алиса. Всеволод, ты почему не позвонил бабушке? Ты обещал ей сказать, как настроить Wi-Fi. Умей держать слово. А, да, точно. Я иду. Нестор Петрович, какими судьбами? Ну вот, пришел пообщаться с вашими родителями насчет поведения Всеволода. Да, у Всеволода в последнее время отвратительное поведение. Он всех выдает. Да, я знаю. А на прошлом месяце знаете что? Вообще собственного отца сдал. Наш папа забыл завести будильник. И проспал утром. И перед начальником выбрал себе оправдание. То, что он застрял в пробке. А Всеволод, немного думая, сразу же перезвонил ему и сказал, что это неправда. Представляете? Да. А знаете что? Я думаю, что это все обернется для него неприятностями. И как-то непорядочно это. Всеволод может вырасти плохим человеком. Вот представляете, кто из него вырастет, если он в 9 лет так себя ведет? Просто ужас. Да, я, собственно, поэтому и пришел пообщаться с родителями. Я боюсь, что из него вырастет очень плохой человек. Простите, сейчас приду, кто-то пришел. О, здравствуй, доченька. Ты что, уже вернулась? Да, но мама, уроки окончились еще 3 часа назад. Я так тебя и не дождалась. Сама домой вернулась. Вот и умничка. О, Нестор Петрович,
А вы что здесь делаете? Здравствуйте, Лаура Игоревна. У меня есть к вам серьезный разговор. И какой же? Ну, меня как классного руководителя очень беспокоит поведение вашего сына, Всеволода. А что не так с поведением? По-моему, хороший мальчик, старается, отлично учится. Ну, это да, но есть кое-что еще. И что же? Меня беспокоит тот момент, что, в общем, ваш сын стукач. Ну и что? Разве это плохо? Конечно, это плохо. Существуют же некие границы и рамки дозволенного, которые люди должны соблюдать. Это какие такие границы? Конфиденциальность информации должна соблюдаться. О, мам, привет! Опять ты всю папину зарплату на салон красоты потратила, да? Ты что опять там натворил? Мне сейчас опять за тебя краснеть придется. Вот видите, что вам говорила Нестор Петрович? Это же ненормально. Надо с этим что-то делать. Подождите. Это что сейчас было такое? Это вы так своих детей воспитываете? Я нормально своих детей воспитываю. Они у меня отличники. Да вы хоть в курсе, что ваш сын обо всех доносит? Везде. Причем не только на своих одноклассников, но и на учителей, и на директора школы. Знаете, мне кажется, что у вас такая же проблема дома. И у меня складывается такое впечатление, что ему это нравится. Слушайте, а вы где такую водолазку покупали? Я просто давно ищу именно такого оттенка. Киньте потом ссылочку.